Приветствую вас, многоуважаемая публика. Подходите, не стесняйтесь, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, запасайтесь всем необходимым, печенюшечками, вкусняшечками, напиточками, берите пледики, друзья. Мы с вами начинаем. Как вы знаете, в серии игр Kingdom Rush она полна множеством всевозможных ачивочек, достижений, тайн, секретов, но также, друзья, она и полна всевозможными разнообразными сюжетными, закрученными или прямыми, любовными или воинственными линиями. И, конечно же, историями отдельно взятыми и целыми, о персонажах, о врагах, о башнях, о героях, о союзах, друзья, и наоборот, о невыполненных каких-либо обещаний. И сегодня, народ, мы с вами ответим на парочку интересных вопросов, и я расскажу вам несколько, а точнее две, также довольно занимательных истории. Один из таких вопросов: кем же был светлейший ум гномьих технологий? Я не знаю, как вам, но мне всегда было интересно, кто изобрел всю эту механику, кто сделал большую Берту, кто сделал боевую меху, или кто же изобрел вот эту вот грандиозную бамбушку, толстушку, пердушку, вот эту петарду, которую можно было приобрести в магазине у дедульки. Друзья, сегодня мы ответим с вами на этот вопрос. Он мог быть невысок в росте, но точно не в знаниях. Одной из множеств тайн Длиннерии это возникновение технологий, использованных для построения фабрик и заводов в королевстве гномов. Кто был тем гением, сумевшим спланировать и сконструировать такие сложные системы? Ответ так и остался бы затерянный в песках времени, если бы не найденная табличка, гласившая, что тем гением был Уилбур, гном-изобретатель. Он был одним из немногих, кто выжил после ужасных событий за вратами Двармана. Он отправился исследовать мир на своем гирокоптере за несколько лун до резни и узнал о ней по возвращению на родину. Эта трагедия глубоко ранила Уилбура и подтолкнула его к сотрудничеству с эльфами, дабы отомстить за свой народ. Многие восхищались им, но, конечно же, не обошлось и без тех, кто втайне ему завидовал. Отличный пример — это Трамин, который всегда считал себя соперником гнома. Ходят легенды, что Уилбур избежал холодных рук смерти, прибегая к своим изобретениям, заменяя некоторые свои части механическими предметами, но правда об этом доселе неизвестна. Друзья, если вы использовали этого восхитительного персонажа, играли за этого геройчика, проходя этапы и кампании Kingdom Rush Origins, ставьте лайкосик, пишите в комментариях и расскажите мне вашу историю сотрудничества с Уилбуром. Следующая, друзья, история, она не такая воинственная, не такая душетрепещущая, но также очень-очень драматическая и полна любви, ну и, конечно же, местами и битвами и воинственными моментами. И это, друзья, история об Эридане и Алерии. Даже у героев есть сердца. В прошлом было сказано много об этих эльфов. Одни говорили, что Алерия и Эридан брат с сестрой, другие, что это влюбленная пара. Я бы мог сказать, что некоторые теории правда, но истина в том, что все же эта история о тайнах и упущенных возможностях. Герои не росли вместе. Алерия была принцессой, дочерью великого эльфийского короля, в то время как Эридану было суждено стать волшебником, подобно его родителям и старшему брату. Он часто посещал замок, так как был учеником одного из придворных магов. Во время одной из тренировок он впервые увидел юную принцессу и влюбился в нее.
Он думал, что принцесса никогда не посмотрит на него, поэтому он держал в себе свои чувства и решил стать героем, чтобы завоевать ее расположение. Он бросил магию и выбрал тяжелую жизнь лесного рейнджера. Вскоре он стал легендой за свои навыки стрельбы из лука и фехтования. Его двойной удар клинков останавливал много вражеских вторжений. Бесчисленные орды мародеров пали под его градом стрел. Когда началось сумеречное вторжение, Эридан пробился к Алерии не только потому, что ему было приказано защищать королевскую семью, а также из-за того, что его сердце жаждало увидеть возлюбленную. Даже зная, что принцессе нужно будет улететь далеко ради безопасности, он выполнял свои обязанности и смотрел, как она исчезает за горизонтом. Он не знал, когда ждать Алерию и вернется ли она вообще. Позже Алерия осталась послом эльфов в Линерии. Ходят слухи, что она влюбилась в человека, который позже погиб на поле боя. Эридан остался защитником эльфийского королевства. Он всегда думал, что бы случилось, если бы он раскрыл все же ей свои чувства заранее. Будущее, друзья, еще не написано, и только время на самом деле покажет, что же все-таки судьба уготовила этим эльфам. Друзья, а если у вас есть какие-нибудь ощущения, впечатления, есть потенциал, есть чувства, есть желание, реализуйте, не держите это в себе, обязательно посвятите этому время. Берегите себя, да пребудет с вами сила. Папа.